Добрый день, друзья! Некоторое время назад я вам показывала пересадку 3 орхидей из горшка лодочка в отдельные горшки. И сказала, что у меня таких лодочек 9. Я их пересаживаю сейчас. Мне не очень нравятся вот такие совместные посадки. Сначала мне было это интересно, они прекрасно росли, но проходит длительное количество времени, а прошло более 3 лет, и они требуют пересадки. Одни орхидеи выросли и стали не мини-орхидеями, а миди-орхидеями. Какой-то орхидее комфортно, какой-то некомфортно. И если орхидея вдруг показывает какое-то заболевание, а 2 рядом здоровые, то сложно лечить одну орхидею в этом горшке. Поэтому я пересадила. Ссылку на плейлист о пересадке 3 орхидей я оставлю в правом верхнем углу экрана. Запаситесь чайком или кофейком, потому что там целых 3 видео. Пересадка была длительная, распутывать корни пришлось очень долго, поэтому там 3 видео вместе с посадкой. А сейчас я вам покажу эти 3 орхидеи, которые мы тогда с вами вместе пересаживали и волновались, смогу ли я распутать эти корни. Одна из орхидей – это фиолетовая королева. Она цветет. Вот, она прекрасно себя чувствует. Вторая орхидея очень похожа на готрис. У нее было 2 детки и мама. Сейчас у нее 2 маленьких цветоносика. Вот они видны. В одной пазухе листа, не знаю, будет видно или нет, есть еще один цветоносик. Вот там глубоко намечен еще один цветоносик. Корешки вы можете увидеть и сверху грунта, и в горшке. Все неплохо. А 3-я орхидея, вот это о том, о чем я говорила, она приболела. И при пересадке она была вот с такими пятнами на листьях. Я ее сейчас лечу, обрабатываю фунгицидами, но при этом орхидея показывает хороший рост корней. Цветоноса пока, к сожалению, нет. Пусть лучше будет здоровой, и тогда она обязательно зацветет. Это называется первая часть по следам предыдущих или вышедших видео. А сегодня вот такая лодочка. Тоже придется сначала рассказывать. Мне тоже было посажено 3 орхидеи. Но видите, какое большое количество длинных корней образовалось сверху. Вот здесь была посажена 3-я орхидея, и при очередном поливе эта орхидея у меня осталась в руках. Вот так она высоко была, такая маленькая. Я ее взяла и пересадила. Вот эта орхидейка. И посадила я ее не в чистый керамзит, потому что она была такая малышка. Это произошло, наверное, месяц назад, перед Новым годом. Я ее посадила в смесь мелкой коры и керамзита. И орхидея чувствует себя прекрасно. Вот растущие корни. А вот здесь есть маленький корень от шеи. И сейчас я извлеку 2 оставшихся орхидеи из горшка. Расплету корни, или что там от них осталось, потому что посадки более 3 лет. И, конечно, старые корни будут. Ну и посмотрим, как нам придется расплетать эти корни и придется ли. Запомните, что Рембрандт в центре. Ну, не Рембрандт, а очень похожая мини-орхидейка на орхидею Рембрандт. Да, ну что вот ты, Рембрандт? Ну, извини. Бог с ним. Опять
Водоросли в горшке есть всегда, при любом освещении. Но если орхидеи стоят ближе к солнечному свету, на подоконнике, даже если попадает рассеянный солнечный свет, зелени, вот этих водорослей в горшке всегда очень много. А так как у меня основная часть моих орхидей стоит под искусственным освещением, все орхидеи на этом стеллаже, который находится позади меня, освещают бытовые светлодиодные лампы. Давайте так, если интересно, напишите, я вам расскажу вот про эти лампы, которые освещают у меня вот эти орхидеи. Но я это к чему? К тому, что водоросли образуются значительно меньше. Ну, давайте посмотрим, сможем ли мы сразу разобрать и разделить эти орхидеи, или это будут опять определенные сложности. Сложности будут. Вот так просто они не отделятся. Да и сложность еще в чем? Я никогда не разбираю орхидеи, ну, не разнимаю, не расплетаю корни орхидей, если корни в сухом состоянии. Вот в таком сухом состоянии корни поломать можно сразу. Поэтому всегда перед разбором корней таких орхидей нужно опустить корни в воду, дать им хорошо напитаться водой, а потом разбирать. Или расплетать, как здесь, наверное, опять получится. Потому что они прорастают друг в друга, и сложно сплетенные корни приходится расплетать. Если вы умеете вязать, вы меня поймете, что такое распускать и разбирать, расплетать корни орхидей. Приступаем к водным процедурам. Осталось всего 4 лодочки, но из них есть вот цветущие. Например, это бабочка Смарт. И цветет еще Крэмбери Чача. И всего один цветочек у орхидеи Лола. Потому что цветонос, который был длинный и большой, она цветет всегда очень активно и обильно, уже отцвел. После водных процедур буду разбираться в хитросплетении корней 2 орхидей. Сначала попробую отделить. Не получается. Значит, нужно рассматривать опять, где какие корни переплелись. Вот сразу видно первый корень. Корень этой орхидеи проходит у основания второй орхидеи. Придется его отсюда аккуратно доставать. Может, он-то и держал. Просто повезло. Да подождите, еще не повезло. Но здесь уже все проще, когда корни не переплетают стволы. Так, давайте к вам поверну. Здесь в самих корнях значительно проще разобраться, откуда что растет. А ведь действительно повезло. Почти. Но по сравнению с прошлым расплетанием корней, конечно, повезло. Там было 3 орхидеи, а здесь осталось всего 2. И корней раз в 5 меньше. Ну и орхидейки поменьше. Там были крупные орхидеи, да еще и материнское растение с 2 детками, у которых тоже были корни. Здесь все проще.
Корни как крючочки зацепились друг за друга, а больше всего за соседние корни. И держат. Легко и просто. Освобожу орхидеи от старых сухих корней. Отрежу кусочек старого ствола. Почищу ствол. Вот здесь был цветонос. Остатки старых листьев. Я уже не помню, но вот здесь есть Максим. Для чего-то я обрабатывала орхидею Максимом. Ну, просто так я никакие обработки фунгицидами не делаю. Значит, это было нужно. Еще один старый корень отрезаю полностью. Он желтый. Даже два корня. Вот они, еще один желтый корень. Вот эти два корня отрезаю, потому что в посадке сразу почернеют и будут казаться гнилыми. Если есть черные кончики корней, обрезаю, но не до живого. Обрабатывать корешки ничем не буду. Так, еще один нашла корень, который мне не нравится, и он не понадобится. Вот маленький подсыхающий корень, его можно отрезать. Так, вот такую орхидейку будем сажать. Это наш любимый Семочка. Все-таки решил укусить орхидею. И получилось два таких отверстия на листике. Так, первая орхидея и вторая. У этой орхидеи больше старых корней. Вот эти желтые корни, они очень старые. И стволик тоже обработан Максимом. Не буду мудрить, сразу все старые корни отрезаю. Еще один старый корешок. Больше ничего я не буду трогать. Только очищу ствол от старых листьев. Ну и все, что там остается, ненужное. Обычно это старые листики, которые глубоко были в посадке. И когда лист засыхает, не хочется лезть в саму посадку глубоко, и такой лист не снимается.
Ну, если он находится в грунте, не раскапывать орхидею. И старые цветоносы тоже можно отрезать. Раз. Два. Три. Вот здесь есть 4-й под листом, но трогать его не буду. Знаете, еще несколько корней я отрежу. Они тоже желтеют. Тоже не нужны орхидеи. Раз, два. Растущие корни есть. Вот, достаточное количество. Все, приступаем к посадке. Я вам сказала, что вот эту орхидею я посадила в смесь керамзита и коры 50 на 50. И для этих двух орхидей я хочу сделать такую же посадку. Возвращаясь к этой орхидее, я отрезала еще часть корней. Можно отрезать стволик. С другого ракурса увидела, что стволик это тоже будет не нужен. Обязательно обрабатываем срез ствола, если появилась живая ткань после обрезки ствола. Обрабатываем корицей, толченым углем, перекисью водорода. Вот то, что у вас есть под рукой. Мне кажется, что с этим стволом я что-то не доработала. Вот уже собралась грунтом заниматься, а еще что-то увидела. Увидела цветоносок орхидеи и увидела старые тяжи и еще кусочек стволика. Вот так. Я стволики обрабатываю 3% перекисью водорода. 1-2 капельки. Пока буду готовить грунт, они подсохнут. Так, гранулянт кора сосны, фракция 8-13. Для маленьких орхидей я предпочитаю использовать такую фракцию, очень мелкую. Для орхидей чуть побольше я использую фракцию 9-19. У меня просто на данный момент нет такой фракции, но я обязательно закажу. И покажу вам, что это за фракция. Хотя я уже не раз показывала. Два горшка объемом 1 литр. Здесь написано, что это 1 литр. Орхидеи не крупные. Будет достаточно. Половины пакетика, я думаю, тоже будет достаточно. Если не хватит, смешаю еще один раз. Придется насыпать руками, не очень все это удобно.
перемешиваю кору и керамзит. Кстати, кора очень тоненькая. Надеюсь, что быстро станет влагоемкой. Очень тонкая кора. Куда она у меня улетела? Ах, попадается какой-то мох в коре. И сосновые иголки. Давайте начнем с маленькой орхидеи, у которой корни растут во все стороны. Так как орхидеи почти 1,5 часа пролежали в воде, корни стали более мягкие, не такие ломкие. Вот смотрите, как я сейчас буду это делать. Самые длинные корни направляю в горшок руками. Видите, ничего не ломается. Руками придерживаю остальную часть корней. Направляю их в горшок. Если нужно поправить что-то внутри горшка, то поправляю корни и внутри горшка. И для того, чтобы орхидея была глубже в горшке, сидела глубже в горшке, немножко закручиваю, придерживаю орхидею, а горшочек поворачиваю по часовой стрелке или против часовой стрелки. Тут надо смотреть, как корни растут. Или в одну, или в другую сторону. Поворачиваю горшок. Все. Придерживая орхидею по центру горшка, насыпаю грунт. Не забывайте постучать по стеночкам горшка, чтобы субстрат распределился равномерно. Перекрываю все корни грунтом, но основание орхидеи обязательно должно остаться на поверхности грунта, для того, чтобы воздух вокруг него циркулировал и не загнивало основание орхидеи. Ну, с второй орхидеей я поступлю точно так же. Тот же самый принцип посадки. Сначала опускаю длинные корни, потом аккуратно завожу и опускаю в горшок все остальные корни и закручиваю орхидею. Вернее, орхидею-то я держу на месте, а кручу-то я горшок. Вот видите, казалось бы, такое большое количество корней, а как быстро получается поместить их в горшок. Если надо, то руками помогаете и продвигаете корни глубже в горшок. И опять насыпаю грунт. Даже не нужно орхидею придерживать по центру горшка. Корни очень упруго держат ее в центре. Не забывайте, что горшок мы всегда подбираем по размеру корней. Не на вырост,
а по размеру корней. Еще 3 орхидейки получили отдельные квартиры. И как и за предыдущими, обязательно за ними понаблюдаем. И как зацветут, я вам их покажу. На лодочке у меня было написано, что эта орхидея похожа на орхидею Рембрандт, а эти 2 желтых. Видимо, не нашла название. Но буду искать название уже тогда, когда они будут цвести в следующий раз. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.